Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наши встречи по вторникам с Игорем Мосейчуком. Он на связи. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, и приветствую наших уважаемых зрителей. Ухилянты на связи. Да, ухилянты на связи. И, собственно, мы вас приглашаем к нашему сегодняшнему разговору. И такой опрос сегодня, в общем, пытаемся среди вас выяснить. А как вы вообще к ухилянтам относитесь? Да, варианты ответов: хорошо, плохо, непосредственно, это я или моя родня. Ну или как же достали эти ярлыки, это для тех, кто не хочет отвечать на вопросы, или как бы считает, не считает нужным, говорит, все, ну типа, достали, сколько можно уже. Но сколько можно? Можно бесконечно. Сегодня привалило такое необыкновенное, собственно, счастье. Я, если честно, обалдел, когда организовали вот такой ресурс, где ищут блогеров-ухилянтов. Там Лачен, Мокрик, вот эти все, которые глашатые, вроде хорошее дело делают, потому что, правда, они. Но как вы там оказались? Вот, пожалуйста, Игорь Мосейчук, опыт мобилизации, все написано, все как есть. Но самое интересное, что, среди прочего, это вот отдельно нужно отметить. Чем он занимается, Мосейчук? Значит, он блогер, экс-нардеп и пророссийский пропагандист. Вот такое. Ну, знаете, плыли и на берегу, собственно, Трампа встретили. Александр, как я отношусь к ухилянтам? Я считаю, что если человек не готов воевать, заставить его нельзя. Это с моего собственного опыта пребывания, в том числе на передовой. Второй момент, очень важный, который я хочу обратить внимание ваше, значит, то, что происходит. Этот ресурс создан абсолютно для дискредитации Мокриков, Петровых и других там фигурантов базы 111, то есть базы пропагандистов, туда внесли специально для того, чтобы придать справедливости процессу. Ну, я нашел там этот свой профайл, посмотрел комментарии. Там, конечно, пришли люди, нагнули им все, что они о них думают, говорят, а что тут Мосейчук делает? Вот. И я должен сказать так, Александр. Когда в 2014 году я был одним из первых добровольцев, то по моей памяти Александр Владимирович Зеленский 4 прятался от вручения повестки. Это к тому, кто ухилянт. И бегал по Горловке, там вот вас же обвиняют, что вы там где-то на каких-то были мероприятиях, да, так вы журналистом были. И это ваша работа освещать, да, мероприятия. А Владимир Александрович выступал. И есть же векопомное видео с Горловки, да, то есть все ж интернет, как говорится, помнит все. У меня сын капитан вооруженных сил, а их дети бегают по Сан-Морисам, Монако, Флоридам и Куршавелям, проживают лучшую жизнь. Я в 2017 году был тяжело ранен в результате покушения и теракта, организованного со стороны Российской Федерации. А эта вся публика, она сидела в Москве, Миндичи, Шефирин, и Зеленский в одной квартире жили. Вот. А я пророссийский, понимаете? Вот. Двушечку на Москву они отправляют, но пророссийский я. Я хочу сказать так. Я, Александр, выступал за мир и буду выступать. Я категорически сейчас выступаю за остановку боевых действий.
И я считаю, что мою позицию разделяют все люди, которые имеют проукраинские взгляды, потому что я хочу спасти страну и спасти народ, спасти нацию, которую утилизирует этот гражданин, который 2 года уже как узурпировал власть и сидит там на Банковой. Поэтому они могут, естественно, вносить меня в любые, писать, разгонять. Я посчитал так, ну, где-то тысяч под 50-70 долларов за день на меня потратили. Ну, нормально ценят, но лучше деньгами. Ну, смотрите, эта вся история на фоне такого карколомного полета Трампа по Ирану выглядит достаточно удручающе. Кажется, что Украина не знает, куда приткнуться и каким боком вообще стать. Во-первых, тема абсолютно на задворках. Во-вторых, Зеленский и так пытается, и сяк пытается, но в каждый раз говорит, мне никто ничего не предлагал, мне ПВОшники, никто ничего не звали меня вообще, но если что, мы готовы. Он пытается уже и таким боком, и сяким боком, потому что он видит, что это прям вещи сейчас происходят на Ближнем Востоке, которые меняют планету. Но его никто не берет, и как бы, знаете, как поганого котенка отшвыривают подальше. Более того, Трамп лично его унижает, да, в своем посте сегодняшнем утреннем. И он вообще в стороне от мировых событий. А мировые события бьют ключом. Вот мы сейчас с вами говорим, а Мерц приехал к Трампу, ну, как на поклон. Ну, а это что означает? Это означает точка бенефиса Трампа. Он выходит, говорит, испанцы, ух вам, Кузькину мать, сейчас покажу, отменяем с вами торговлю. Они не поддержали эту всю историю с американцами. Говорит, иранцы, пока не надо выходить протестовать, я вам скажу, когда. Сейчас просто бомбы падают, давайте, я вам потом скажу. Ну и делает ряд заявлений о том, что у Ирана уже ничего не осталось, и, в общем, как бы сейчас вот уже почти победа. Вот она, почти победа. Почти случилось. А Зеленский никак не может пристроиться со своими переговорами. Кажется, он вообще никому не интересен. Только что мы в прямом эфире просто прогремели серьезные взрывы в Абу-Даби. И ясен красен, что никаких переговоров там не будет. И вот на фоне этого внутри начинается какая-то жуть. Вот я всегда, когда только начинали мы там изучать и вообще узнали, что такое гражданская война, нам всем говорили, знаете, ой, слушайте, да не приведи Господи. Почему? Потому что нет правды нигде. Все врут со всех сторон, сосед сдает соседа, и начинается вот такая не пойми, кто где красный, где белый и так далее. Игорь Владимирович, ну так у нас сейчас вот этот период наступает. Мосейчук ухилянт, база создается одна, база создается вторая, третья, пятая, десятая. А они, это ж правильно, вы правильно заметили, Александр. Вот это вот то, что сегодня понеслось с разгоном этим, это реакция на базу 112. Потому что она, во-первых, растет, как на грибах. Во-вторых, людей подписывается немерено. В-третьих, люди ищут, говорят, там даже адрес что-то найти, там, ну, то есть столпотворение на входе, они это видят, они это отслеживают и пытаются сыграть противовес. Но дело в том, что их противовес уже не работает, время ушло. Ихнее время прошло. Они проиграли. И то, что происходит вот сейчас в Персидском заливе, оно четко демонстрирует, ну, как вчера, с кем вчера сравнил Зеленского Трамп? С этим, с основателем бродячего цирка. Вот, то есть, бродячий циркач – это унижение, дальше некуда. А зеленый наш главный утерся, ну и дальше тулит. И дает интервью итальянскому изданию и говорит, никаких выборов, никаких выборов. Вообще, я почитал это интервью, я его перевел сам, сел.
И скажу вам так, это интервью о двух вещах. Исключительно двух. Все остальное лирика. Ну, то есть его почитать можно, но вывода два. Первый вывод – это о войне, которая будет продолжаться. А второй вывод – о цементировании диктатуры Зеленского. Ну, выборов не будет. Все. И взяв эту статью, четко понимаешь, пока существует диктатура, пока будет идти война. Это две неразрывно связанных вещи. Сосуды параллельные. Вот. Поэтому, если мы хотим остановить войну, мы должны лишиться диктатуры. Все. Это, если честно, какой-то абсолютно, не знаю, там, Оруэлл или какая-то постправда, Игорь Владимирович. Вот смотрите, мы можем по Зеленскому мерить все происходящее. Значит, заявление Зеленского. Значит, мы солидарны со всеми, кто защищает жизнь и пытается как можно быстрее принудить иранский режим к отказу от многолетнего насилия. Обменялись оценками перспектив, договорились, что команды контактируют для того, чтобы определить, как мы можем вместе дать больше защиты людям. Ну, это про ПВО, про свое говорит Зеленский. И, в общем, заявление. Иранский режим пытается втянуть в войну весь регион и разрушает жизни. Это можно только осуждать. Украина эксплуатировала и сейчас продолжает это эксплуатировать, эту историю. А кто первый напал? Вот понимаете, а тут не работает это. Хотя очень много классных параллелей. Например, американцы говорят, да мы еще не начинали, или там, ну, другие вещи, да, которые созвучны. Это вообще, Александр. это не мы, говорит, это Иран, это не мы. А вот они бы ударили по нам, а мы вот ударили первые. То есть мы видим, мы смотрим, что абсолютно переворачивается эта вся картина, когда на фоне переговоров происходит условно срыв, предательство. И я теперь не знаю, что переговоры отменены как вообще как явление в этой ситуации. Александр, есть случаи, когда лучше молчать. Вот тут вот в иранской истории Украине лучше молчать. Я не говорю о Зеленском, потому что для меня Зеленский это одно, а Украина это другое. Он просто тявкает, и из-за этого на страну, ну, падает это все. Значит, почему лучше молчать? Потому что история с американским СВО в Иране, ну, калька с российского СВО в Украине. Ну, это надо признать. И поэтому говорить, что то мы поддерживаем, ну, выглядит как-то неправильно. Да, режим Аятол, так и режим Зеленского далеко не демократичен. Да, заявление США о ядерном оружии. А кто в Мюнхене потякал? Языком трепался, что Харрис подошла, даже сказала самоубийца. Я больше того скажу. Еще месяц назад мы наблюдали на улицах Ирана столкновения, протесты и так далее, и так далее. И все говорили, что режим Аятол имеет очень низкий рейтинг, да? Вам ничего не напоминает? Рейтинг Зеленского валялся у этого Плинтуса в 22 году. Вторжение, все объединились против внешнего. То же самое видим в Иране. Мы же не видим протестов. Мы не видим тех людей. И не потому, что они боятся, а потому, что есть внешний фактор. То, что глобалисты в интересах Израиля втянули в войну Трампа,
Это факт. Я вчера прослушал Така Карлсона, он абсолютно прав. Ну, он абсолютно прав. Сыграли и подвели к черте поражение на осенних промежуточных выборах в Конгресс. Причем при любом раскладе, что там будет в Иране. Ну, допустим, давайте предположим сейчас, что он вот прав. С Мерцем сидит, Мерц сидит, там вот гривой машет, говорит, мы с вами на одной стороне. Это вот сейчас происходит в Белом доме, там, в овальном кабинете. А Трамп куражится, говорит, мы всех уничтожили. Военно-воздушных сил нет, военно-морских сил нет вообще там. Ну, остались какие-то, конечно... Ну, пусковые какие-то шахеды, вот это все, как бы стреляют и стреляют, правда, не заканчивают стрелять, но мы всех убили, все уже, мы как бы, мы молодцы. Причем гипотетически, давайте поверим Трампу. Я Шойгу это слушал. Я 4 года назад от Шойгу это слышал. Он тоже всех убил. Ну, гипотетически, предположим, всех убили, все, допустим, власть поменялась, там же как, есть для этого повод. Выдвинули нового министра обороны, его хлопнули сразу же за одни сутки после назначения. Александр, да, все, вы абсолютно правы. Любой исход уже в нынешней ситуации, а ситуация затягивается, и все понимают, тот сегодняшний день показывает, что все в тянучку уходит, переброска в Софии войск, для наземной операции. Если еще и туда нырнем, а Мерц для этого и приехал, чтобы погладить, сказать, мы с вами, Дональд Фредович, только тонуть будете вы. Политически. Вот, в своей собственной стране. То есть, вход есть, выхода нету. И политического выхода нету, потому что вышел так, трус проиграл. Продолжил, тоже политически проиграл. Все. Они его поймали в капкан. Они Трампа поймали в капкан. Сейчас уже больше история о том, как правоконсерваторы, МАГА, смогут ли выпетлять, смогут ли республиканцы, ну, которые фактически есть там крышей, да, политической для МАГА и правоконсерваторов, смогут ли они выпетлять с этой ситуации. Потому что на самом деле ловушка есть. В интересах Израиля поймали. Более того, получается, что войну, согласен опять же с Така Карлсоном, войну Америка ведет вооруженные силы Соединенных Штатов со всеми народами Персидского залива. Потому что военные базы – это же одна история, а люди – это другая. И мы видим, как люди радуются попаданиям в эти базы. Это может абсолютно сменить весь политический, геополитический расклад в этом регионе. Я уже молчу об экономической катастрофе. Кстати, пока вспомню, я публично обращаюсь к кабинету министров и Верховному Совету. Разбудите, пожалуйста, антимонопольный комитет. Если надо, надавайте подсрачников. Ну, на 15 гривен выросла солярка. Мне звонил брат, тут буквально свой дом. Я сравнил... Ну, какой-то тоже. Ну, подождите, ну, война. Третья мировая. Конечно, выросла солярка. А вы что хотели? Ну, я сравнил... Правильно, но я сравнил в Европе, ну, рост. Украина что, Европа? И в Украине. Крамольные вещи говорим здесь, да. У нас 3 раза больше выросло, чем, например, в Словакии, Австрии и так далее. Ну, ребята, вы ж прекратите, а то очередное барышничество, мародерство, спекуляция на крови выходит. Вы услышали, прочитали в интернете, в телеграм-каналах, что вырастет цена на этот самый,
на продукты, нефтепродукты, вошли в монопольный сговор, занесли в антимонопольный комитет, потому что почему он молчит и спит, я по-другому объяснить не могу. И вошпендите этих украинцев дальше. Ну, это просто, знаете, а мы молчали, не имея рабы. Вот и все. Ну, они имеют на каждом квадратном метре. Ну, Игорь Владимирович, давайте все-таки тут очень интересный момент. Вот вы говорите калька, например, там с Путиным. Калька, да не совсем калька. Есть два нюанса. Нюанс первый. Можно посмотреть на войну условного Запада или там войну Израиля и США со всеми народами. Это, да, действительно есть. Радуются... Да, радуются не только попаданием по объектам, радуются даже попаданием по небоскребам. Радуются прилетом даже туда, то есть, казалось бы, по невоенным объектам. Но тут выглядит все более цинично. Смотрите, вот давайте просто абстрагируясь, подумаем о геополитике. Значит, американцы понатыкивали своих баз. Союзники, британцы, тоже понатыкивали по всему миру. И их, смотрите, сколько много. Базы, вот это все. Начинается заваруха, начинает ее Америка. Причем вероломно начинает. В каком плане? Что шли переговоры, до чего-то договаривались. Тяжело, плохо, но шли. А потом происходит вот этот вот удар сокрушительный и так далее. Да? И, в общем, начинается война, и Иран бьет по всем вот этим базам. Так а в чем разница? Александр? Нет, смотрите, по всем вот этим базам лупит... Куда достает, куда, может, еще не достает, но влупит. Короче, начинает бить, получается, по этим странам, которые как бы Америка должна защищать. А она их как бы подставляет под удар непосредственно. Если кто-то думает, что там шибко все довольны в Дубаях президентом и там, наследным принцем, или в Бахрейне, или в Катаре, ну там тоже разные люди живут. И мы понимаем, что этим-то как раз монархиям сказать: ребята, давайте завязывать. Но он не останавливается, он наоборот говорит: давайте воевать, давайте навалимся на Иран. То есть элиты максимально разрываются с народом. Но задача-то какая? Ударили США, летит по странам, а по США ничего не летит. Они же как говорят: чтобы по нашей любимой Америке ничего не прилетело. Так летит по всем остальным, вашим же как бы вчерашним союзникам. Это один момент. А второй момент, важное уточнение, говорите калька. Да нет кальки. Выносят сразу верхушку, аятоллу, министров, сразу. Стал министром, все, сутки не прошли, уже нет министра, нового надо назначать. В Украине, ну, такого нет, в Украине даже не сажают. Да, Александр, да, но я скажу почему. Потому что сколько русским в войне с Украиной помог Зеленский, не помог никто. Медведев как сказал: ты будешь жить, пока ты помогаешь страну уничтожать. И это чисто правда. Тут можно подписаться под этими словами, понимаете? Он помогает уничтожать страну. Зачем уничтожать верхушку, которая помогает страну уничтожать, а? Поэтому тут аятолла не помогал Ирану уничтожать, а Зеленский Украину уничтожает, и украинцев помогает утилизировать. Понимаете? Поэтому да, тут есть несовпадение. Ну, в отношении, да, в отношении, что у нас война напрямую, а у них еще втянут весь регион, ну, там, где базы размещены, да, тут разница имеется. Но в общем и целом Зеленскому лучше помолчать. Ну,
Что касается Америки, ну, еще неизвестно, как аукнется, учитывая исламский фактор и так далее. В самой Америке, в середине. Это один момент. И второй момент. Вы обратили внимание на происходящее в Израиле? А где хваленый железный купол? Нету. Что ж случилось? Понимаете? Тут совершенно одно дело воевать с палестинцами, которые мастерят дроны с гамна и палок, грубо говоря. И второе дело Иран, где развита одна из самых древнейших стран мира, народы, развито ракетостроение, развита оборонка и тому подобное. Поэтому это все не так просто. Это серьезная страна. Кстати, а как вы думаете, а что будет с чемпионатом мира по футболу, Александр? Ну, будет чемпионат Европы по футболу. И то, наверное, не всей. Если с испанцами закусятся, они не отползут, да. Да, видите, вот, Иран прошел от Азии на чемпионат мира. Канада поддержала Америку в операции в Иране. Ну, Мексика, понятно, с ней там. То есть во всех ипостасях происходят вещи вообще, несуразные. И будущее выглядит как-то абсолютно размыто. Выигрыша в этой войне не будет. Для Трампа не будет. Для Америки в перспективе возможно, но для Трампа политически он уже проиграл, повелся на глобалистов, которые в интересах Израиля вволокли его в эту войну. Так а что с Украиной в этой связи будет? Вот смотрите, сейчас все говорят о том, что, Зеленский что говорит? Ну, мы побеждаем, у нас вот впервые мы как бы освободили больше территории, чем потеряли по итогу периода, месяц, кажется, там, или последней недели. То есть, 400 с чем-то квадратных километров, так ничего себе, класс. Я с лупой лазу над картой и ищу эти 400 квадратных километров. Понимаете? И найти не могу. Связываю с военными, они говорят, да, мы проводим контрнаступательные действия, которые ограничиваются серой зоной. То есть 300 или 400, потому что по версии Зеленского 300, по версии Сырской 400 или наоборот, это не важно. Это блеф и ложь. Сами наши украинские военные, да и Deep State, да, тот же, говорит, серая зона, контрнаступательные действия, серая зона. А руководитель Deep State, тот вообще вышел и говорит, прекратите врать о контрнаступлении, у нас людей для обороны нету. А вылазит это министр обороны в смартфоне или в кармане, не знаю в чем он, Федоров, и говорит, мы остановим бусификацию. Мы иностранных наемников наймем и заменим ими бусификацию. Во-первых, я не знаю, где он 30 тысяч в месяц будет брать иностранных наемников. Это потребность войны такая по мобилизации сейчас.
А во-вторых, если это произойдет, то вся Украина превратится в дикое поле. По причине того, что наемники, как правило, за исключением швейцарской гвардии, которая совершенно другое представляет, из себя, это другая история, не будем о ней говорить, они идут за баблом, возможностью грабить и чинить насилие. И иностранный легион, который распущен, в ЗСУ, который был, у меня были сигналы, я не хотел, пока его не распустили, пока не это публиковать, были сигналы о насилии в отношении несовершеннолетних и не где-нибудь, а в городе Киеве. Если это будет массовым явлением, это просто укокошит страну до конца. Федорову по барабану, у него все равно все в смартфоне. Это самое. И кэш в смартфоне, и все в смартфоне. Поэтому я на это все смотрю. А перспективы Европы что же непростые? Вы правильно сказали. Да нет этой Европы. Вот сейчас Да. проходит эта встреча с Мерцем. Мы просто, извините, отсылаемся к ней. Мы в прямом эфире, просто приходят новости от этого. Мерц поддержал, чтобы Трамп с Испанией ничего не имел общего. Так говорит, да, говорит, это заставит испанцев задуматься, тратить больше денег на НАТО. Здрасте, приехали. То есть, понимаете, в чем дело? То есть, Евросоюз вроде как, Германия там не на последнем месте. Он сливает испанцев сливает под Трампа. Смотрите, почему это происходит в отношении испанцев? Потому что они бы ввели бы, уже сделали это операцией не США и Израиль, а НАТО. Но тут же проблема. В НАТО принцип либо вето. То есть вето, если одна страна накладывает, до свидания. Испания фактически наложила вето на участие в НАТО. Небольшой исторический экскурс. Испания же не просто так. Испания не принимала участие в Первой мировой войне. И де юре не принимала участие во Второй мировой войне. Там были сторонники участия Испании в Второй мировой войне. Франциско Франко сказал: все, кто хочет, пожалуйста, идите. Вот голубая дивизия в составе вермахта, немецкого вермахта. Идите добровольцами, я вас не держу. И они там где-то, наверное, 2/3 этой дивизии под Ленинградом, грубо говоря, осталось. Вопрос в том, что де юре Испания избежала участия во Второй мировой войне. Таким образом. И тут они ведут себя приблизительно так же. Они говорят: извините, мы тут у себя на Пиренеях. Все. И глобалисты понимают прецедент и начинают травить их, используя и втравливая в это Трампа. Они поддерживают Трампа, они подпихивают Трампа и так далее, и так далее. Вы посмотрите, что Мерц делает. У них со Стармером и Макроном главным оппонентом был Трамп. Еще месяц назад. В объятиях душат. Дедушку Трампа душат в объятиях. Потому что понимают конец, что они победили и остановили правоконсервативный ренессанс в Европе. Это их мнение. Вот где-то вот такая вот история.
По поводу Украины. Зеленский сегодня выдает на гора свое видение, ну, так сказать, происходящего. Опять-таки, ему смешно на теме выборов. Он ржет. Он говорит, так а будут выборы? Слушайте, будут или не будут? Если будет мир, будут выборы. А мир когда будет? Мы украинцев спросим, что там украинцы хотят, чтобы я пошел? Ну, посмотрим. А чем будете заниматься, спрашивают у него. Так как чем? Поеду в Грузию, буду есть. То есть, вот он в Грузию собрался поехать, поесть хачапури, там, хинкали, понимаете? То есть, вот у него, вот такая у него фигура речи возникла в разговоре с журналистами. Вместе с этим мы видим, как нам показывают, ну, как растет на глазах уровень английского Валерия Залужного. Каждый день новое видео, где он совершенствует свое произношение, вот этот житомирский прононс, как бы он, ну, доводит до совершенства. И Усик выходит и говорит о том, что я ниже президента никуда не пойду, но еще годик-два побоксирую, а там видно будет. То есть у них вообще какая-то такая своя жизнь, понимаете? Своя абсолютно. Но в рейтингах их включают. Действительно ли есть расклад такой украинской операции «Преемник», где яйца теперь уже адвоката, очень важного адвоката Ермака, который защищает пострадавших от российской агрессии, между прочим, в целой адвокатской комиссии украинской, разложены сразу в обе корзины. И к Усику положили яичко, и к Залужному яичко положили. Иначе их поведение по-другому я считать не могу. Ну, давайте, наверное, все-таки начнем с Ермака. Не преувеличивайте, Александр, значение комиссий, потому что этой комиссии не существует в природе. Это рога и копыта для визитки. Понимаете, вот, чтобы было не просто Андрей Ермак, адвокат написано, а глава комиссии. Я дважды перечитал закон о адвокатуре, и никакой комиссии в ассоциации ни одной не нашел, ее нету, понимаете, ее Елизавета придумала для Андрея Борисовича или Аллы Борисовны, ну как удобно, так и называть. Нету. Понимаете, вообще нету. А весь день несется, вы же видите, Ермак, глава комиссии, все. Какой комиссии? Куда комиссии? Зачем комиссии? Он сам придумал с Елизаветовой, а вы ему подыгрываете. Ну, я не вас имею в виду, а всех. Значит, это раз. Второе. Дальше. Раскладывание яичек и, ну, ладно, Залужный, ладно, Буданов. Два представителя партии войны, которые между собой будут что-то там делить, какой-то рейтинг, что там останется и так далее. Сусика пытаются слепить что-то подобие партии мира, потому что понимают, что запрос, ну, большой, ну, этот самый православный, этот самый спортсмен, русскоговорящий, когда надо. Все нормально вроде бы. Только в Усика ус отклеился. Понимаете, все знают, как он млядонул по отношению к УПЦ, к которой принадлежит. Он же типа и ходит на службу, но в то же время молчит за преследование. И не только УПЦ преследование, а за преследование православия, как веры, молчит. Понимаете? Ну и в других моментах. Короче, с него такая партия мира, как с меня цветной телевизор.
это скорее кунсткамера. Усик с отклеивающимся усом там может конкурировать еще с одним кандидатом, мэром Киева, ведьмой Марией Тихой. Понимаете? Вот это кунсткамера украинской политики. Поэтому говорить сейчас вообще о рейтингах, кандидатах, они создают, они мимикрируют, они специально создают это, они палят. А Валерий Федорович этого не понимает, что он сам себя сжигает. Ну, это его проблемы, я же не работаю в команде и не принадлежу к команде Валерия Федоровича, поэтому, ну, сжигает-то и сжигает. Пошел по этому же пути Буданов, ну и хай идет. Вышел, говорит, Телеграм, надо там регистрация рассмотреть, может, цей сегодня опрос. На 73% говорят, мы против запрета, ну, Телеграм. Понимаете? Ну, то есть, сжигают себя. А зеленый с этим ведьмаком сидят вот так, да, вот так вот это так, лапками, тык-тык-тык-тык. И думают, ну и хорошо, вы горите, а потом я заявлюсь. А понимая, что где-то есть реальная партия мира, надо всех заклеймить. Ухилянтами, русскими агентами, кремлевскими, ну, какими-то там еще, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому четко есть программа, которую исполняет главный зеленый вместе со своим ведьмаком. Программа в чем? Мы посмотрим, идти или не идти, как Зеленский, да, сегодня итальянскому изданию сказал. А вы уже идите. И сгорите по дороге. Вы сгорите, а мы потом потрем ручки, лапки и пойдем. И что должно произойти, чтобы народ проголосовал за Зеленского? Как все сгорят, а он будет один. Все звездерасты, один я партизан. Просто, понимаете, я, с одной стороны, удивляюсь народу, а с другой стороны, ну, это я показывал, да, в эфире, Гераскевич прогулялся со шлемом по улицам, к людям поприставал, типа, а как вы, ну, с опросом. Его никто не узнал, этого Гераскевича, в жизни. И люди говорили, конечно, многие, что лучше победил, медаль завоевал, и потом устроил этот перформанс, а так получается клоун. Ну, он это не показывал в своем видео много. В основном, конечно, люди радуются. Людям нужны шлемы, людям нужны вот эти все вещи. А Зеленский дает людям по шлему, потужности и всего прочего. Смотрите, давайте так. Два спортсмена. Один успешный, второй безуспешный. В одного ус отклеился, а у второго и не приклеивался никогда. В одного вкладывает Буткевич и Ренат Леонидович Ахметов. Я о Бусике. Мы ж почерк Натальи узнаем, ну, это ж понятно, по Усику. И по перебинтовыванию его, ну, с одной идеологемы в другую идеологему. И поэтому... А там, в Гераскевиче, то же самое. Только там вместо Буткевича Пинчук. Ну, Пинчук и Ренат Леонидович. Вот. А что один пустой, как политик, что второй пустой, как политик. И не имеет значения, хороший спортсмен или плохой. Не главное, какой человек и профпригодность. Ну, грубо говоря. Профпригодность в политическом понимании. Ну, какой человек Усик, судите сами, там он Шевченко где-то лазит, тоже такое же, это самое. А
Гераскевич со старта показал. И спортсмен 0. И человек такой же. Ты кто такой? Ты бегаешь по Европам, ездишь, тебе въезд-выезд давали до того, после того, потому что лыжной трассы в Украине нету. Съезд в Европе стоит сумасшедших денег на этом. И ты об ухилянтах? Ты о ТЦК будешь говорить? Ты кто такой? Иди в окоп. И ты рассказываешь о ТЦК и правильности этой силовой мобилизации, бусификации, так иди в окоп. А как? Ты не воюешь. Брат сват не воюет, этот самый, детей нету. И ты будешь рассказывать о правильности мобилизации? Сходи, повоюй. Это один момент. Второй момент. Усик хотя бы деньги свои завоевал потом и кровью на ринге. Ты, падло, собрал деньги под это самое, под людей, портреты погибших спортсменов на войне на шлеме, и тратишь их на себя. Отдай родным. Отдай родным этих людей со шлема погибших. Но нет, на себя родного. И эти люди претендуют быть какими-то авторитетами. Нам снимают пропагандистские ролики. Понятно, вырезают тех, кто говорит правду. Я не удивлюсь, что кто-то и в рожу плюнул. А нам показывают совершенно другое. Но это приблизительно как с возложением в годовщину начала войны цветов Зеленских. Идет Зеленский за цветами и никого. Да. Умерли все. Никого. Никого. А почему никого? А потому что вдруг кто-то возьмет и плюнет. Или яичко кине. И тут, понимаете, уже ж один раз в нашей истории было. Руководитель железный. Вот. Тут яичко бах и высмеяли. А вы представляете в этого героя яичко? Так там войны не было, крови не было. И людей на фронт не отправляли. А тут, если вот обморок, что дальше? Если не переговоры, то как закончится война? Давайте так. Я не хочу делать прогнозов, я скажу две вещи. Первая вещь. По состоянию на сегодня мы должны признать, что мы войну проиграем. 20% территории оккупировано. Противник наступает. Попытки контрударов выдать за победу – это смешно. Потери несоизмеримы. И людские, и территориальные. Это раз. Второе. Противник ставит себе за задачу наступления на Запорожье, Николаев, Одессу. Это не скрывает полиция, об этом даже говорит там главы офиса президента. Я не вижу пока, что это может быть успешно. Но это измениться может в любую секунду. Поэтому я постоянно повторяю о мире, о том, что мир в интересах Украины. Они пытаются выставить всех, кто говорит о мире, кремлевскими агентами. Но это самопроукраинская позиция, потому что исключительно в интересах Украины и украинцев установление мира. Да, мир будет невыгоден, да, мир будет плохой. Но он сохранит государственность и жизнь народа.
а вы предлагаете убить страну, потерять страну и убить еще энное количество миллионов людей. Игорь Владимирович, вчера у меня был эфир с Арестовичем. Да. Ну, и у него свое видение событий по Ирану. Он, в общем, утверждает, что Америка мощна, и, в общем, глобальный юг отстал. И, ну, это как бы видение этого человека. И это хорошо, что есть разные видения и взгляды на то, что, собственно, из себя представляет та или другая сторона. Но он потом написал вот такой пост уже, да, ну, как говорится, непосредственно сегодня, о котором, ну, вот нужно задуматься. Да? Вот я бы задумался, я хочу, чтобы мы вместе подумали. Значит, вот такой как бы пост. Россия пошла в нисходящий тренд вместе со своим глобальным югом. Он будет длиться не менее 3 лет. Теперь смотрите, мы можем их, ну, давайте заменим слово, отыметь. Цена вопроса для нас еще 1200 погибших, значит, разрушенное Запорожье, левый берег Днепра, разрушенная, захваченная россиянами Донецкая область, еще более искалеченный Харьков, возможно, инфраструктура, катастрофа там водоснабжения, канализации, тепла и так далее. Но в результате Москва надрывается, и в ней начинаются исторические нехорошие для них процессы, очень похожие на смутное время. Если еще она и залазит в Балтийскую войну, что не исключено, то процессы масштабируются вплоть до развала СССР. Теперь вопрос. Вы лично готовы платить такую цену за перспективу российского поражения? Я готов, если что. Альтернативная ветка – отдать Донецкую область, заехать в полосу внутренней неопределенности, готовности к возможному внутреннему хаосу и второй войной с Россией через несколько лет. Совсем маловероятная, но возможная ветка – отдать Донецкую, сосредоточиться на внутренней политике. Но важно ваше персональное внутреннее решение. Его можно не озвучивать. Ну, можно не озвучивать, но вы озвучите, пожалуйста. Интересный просто такой расклад. Как вы видите эту ситуацию? Я считаю, что Алексей преуменьшил потери при первом варианте Украины. Раз. Второе. А кто сказал, что начнется смутное время, а не придет новый Иван Грозный? Вот эти гадания на кофейной гуще ценой в миллионы жизней, потому что 200 тысяч – это по-мелкому, и почему только левый берег? А Зеленский объявляет войну Беларуси, или это не считается? Говорит, да будем бить по территории Беларуси. Вот вы понимаете, вот раз по какому-то оборудованию прилетело 2, а потом прилетело в какую-то белорусскую школу или детский садик. И неважно уже будет, кто что запускал. Третья сторона, одна, вторая, понимаем, да, о чем я говорю? Все, это уже будет не важно, это будет Беларусь в войне и Западный фронт. Почему этого не рассматривать, как потери страны? Мой вариант следующий. Я готов принять тяжелое решение, которое, наподобие того, которое принял Маннергейм, для того, чтобы сохранить страну, народ, развиваться и жить. Жить. Тем более от нас не требуют того, чего требовал Советский Союз от того же Маннергейма, когда шла речь о сохранении Финляндии. Это моя точка зрения. И я ее придерживаюсь на сегодняшний момент, потому что считаю, что другие варианты могут привести к потере государственности и жизни наций. Такой теоретический вопрос. А потеря государственности – это обязательно потеря нации? Смотрите,
все зависит от процессов. В том, не обязательно, но в том ряду, в котором мы сейчас пребываем из событий, да, это как раз к этому ведет. А, Почему? Потому что, первое, потери где-то от 1 до 1,5 уже на сегодня. Миграция, которая будет, эмиграция, которая будет размыта, ассимилирована. Завезение вместо погибших мужчин мигрантов. Не просто мигрантов там европейцев, а мигрантов с других частей мира, которая приведет к смешанию религий, культур. Ну, это будет мультикультурное такое вот вместо нации, мини-культурная такая общность, которая легко будет управлять, потому что мигранты на выборы не ходят. И которая будет подконтрольна вот этому вот глобалистическому кагалу. Вот так вот. просто Угроза, смотрите, угроза смерти нации, она исходит не только с севера, она из запада исходит также. Мы должны четко обозначить и правдиво говорить нашему народу. По состоянию на сегодня Украина пребывает в 100% колониальном статусе. 20% оккупировано Российской Федерацией прямо, 80% пребывают в колониальной зависимости от так называемых западных партнеров. Столетнее соглашение с Британией, редкоземельное соглашение с Америкой и многие другие вещи. Поэтому факт тот, что фронт может где-то как-то остановиться, да? Но это уже не будет ни страны, ни нации, ни народа. Почему? Потому что те там и все. И вся история, этим все закончится. К этому все идет. Поэтому я вот вижу выход в варианте тяжелого, плохого, но мира, который даст возможность жить и развиваться. Значит, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они такие. Как вы относитесь к ухылянтам? 9%, 3% плохо, 9% непосредственно, то есть или я, или кто-то из родни. 31% как же достали эти ярлыки и хорошо относятся к ухылянтам. 57%. Вот так вот проголосовала наша сегодняшняя аудитория, представляете? Вот это я понимаю. Хорошо относятся, хорошо к вам относятся, Игорь Владимирович. Представляете? Спасибо, дорогие зрители. Ой. Значит, перейдем к вашим вопросам, уважаемые друзья. Спасибо, что, их оставляете и как бы прислушиваетесь, и оставляйте и заблаговременно, оставляйте и в онлайне. Так, значит, по поводу вопросов поехали из сообщества. Они вот такие. У Трампа теперь своя песочница, где он дерется как ребенок. Может, ему следует обратиться к совету, который он давал России и Украине, и пускай теперь Израиль, Иран и США выйдут и объявят каждый о своей победе, или нет? Было бы, возможно, смешно, если бы не было так грустно. Потому что для нас, для украинцев, для Украины Трамп был шансом. Он и сейчас еще остается, но все меньше и меньше это окно возможностей, переговорных я имею в виду.
Плюс глобалисты втянули в обнуление Трампа политического веса. Вот то, что вижу я на эту минуту. Изменится ли что-то? Возможно. Но шансов маловато. Так, это я так смеюсь, потому что Литва готова принять участие в войне с Ираном, если США попросит. Вот. Я считаю, что нельзя отказываться США от такой возможности. Ну, правда, Литва может помочь. Так, следующий вопрос. Изначально Зеленский использует шантаж в адрес Орбана, стремясь добиться соглашения о прекращении огня, а теперь обращается с такой же просьбой к странам Ближнего Востока. Эта идея кажется абсурдной, учитывая, что Россия не соглашается на это. Тем не менее, подобное обращение свидетельствует о том, что устойчивая ситуация в Украине колеблется на грани ужаса, и как бы все было подвешено на тонкой нити. Я убеждена, пишет Александра, что момент капитуляции ближе, чем может показаться на первый взгляд, и с приближением краха наблюдается рост неадекватных заявлений со стороны Зеленского. Также значительно увеличивается количество совершенно оторванных от реальности высказываний со стороны Франции и Европы в целом. Все эти напомнили мне фрагмент из «Шума», где запутавшаяся собака в сетях начинает, в общем, кусаться. Действительно ли мы настолько запутались и конец близок? Как вы считаете? Смотрите, я не верю от слова вообще в капитуляцию. Будет либо катастрофа, либо будет трезвый расчет и невыгодный, ну, тот мир, о котором я говорю. Так а чем катастрофа от капитуляции отличается? Ну, капитуляция – это когда капитулируют, а катастрофа – это когда все перемалывается и превращается. Вот смотрите, УНР, история УНР – это катастрофа. Это не капитуляция, это катастрофа. Капитуляция – это совершенно другие вещи, когда капитулируют страны. Они договариваются, и на каких-то условиях там происходит что-то. А тут все закончится либо катастрофой, либо мирным соглашением, плохим для Украины, но приемлемым для жизни и развития. Вот и все. По поводу всего остального, запутались в сетях и так далее, так давно запутались. Давно запутались, и все можно было не допустить. Все можно было остановить 2 раза в Гостомеле, Стамбуле. Можно было самим инициировать ситуацию, когда на Харьковщине и Херсонщине были успешные действия. Но нет, потому что тем, кто подбрасывает дрова в огонь войны в Украине, нужен процесс, а не финал. Вопрос в тему опроса про ухилянта от Натальи. Если мужчины, работающие из дома, вызывают обсуждение как ухилянты, почему никто не задумывается о женщинах, которых без зазрения совести пытаются отправить на государственную службу даже в опасных регионах юго-востока Украины? Я вообще отношусь к вопросам ухилянт или не ухилянт категорически. Я не считаю, что людей надо заставлять воевать, идти на госслужбу в опасных регионах. Это должно быть личное решение. Мужчины, женщины, неважно, госслужба, военная служба, рискованно, не рискованно. Человек либо идет на это, либо не идет. Вот это заставить, вкинуть в бус, отправить и все, оно не работает. 500 000 СЗЧ. 500 000 СЗЧ.
Что с этим делать? Как с этим жить после, если, дай бог, удастся остановить войну? Это еще один разлам, который сшивать надо будет. Так, следующий вопрос. Вот такой. Все комментаторы утверждают, что 10 раз уничтожено руководство Ирана. Откуда информация, кто там был и знает, что творится в бункерах, и кто руководит страной? Интересуется Николай. Ну, я опираюсь исключительно на факты, которые подтверждены с двух сторон военного конфликта. Все остальные односторонние заявления, мы вчера слышали заявление о ликвидации Натаньяху. Мы слышали по нескольку раз о ликвидации тех или иных руководителей КСИРа. Они оказывались живыми. Мы, наоборот, слышали о ликвидации, была долгая пауза и так далее. Сегодня мы слышали о ликвидации всех аятолл. Оказалось, не всех. Ну, то есть, эта война, как и любая другая война, наполнена ложью, брехнею. Но так как она намного интенсивнее от войны в Украине, я имею в виду по применению шахедов, беспилотников, ракет и так далее, да, ну и интенсивность боевых действий, она интенсивнее. Так и ложь интенсивнее. Вот и все. Мгм. Значит, вопрос. Вы сильно удивитесь, если по прохождению некоторого количества времени, Александр Котов пишет, выяснится, что Буча была глобальная жестокая постанова. Смотрите, я вам скажу то, что знаю я. Были ли обстрелы и гибели людей на Житомирской трассе? Были. Были ли казни в Буче? Ну, об одной мне так известно точно, потому что я знаю человека, которого казнили. И он был с завязанными руками. Это точно. Имело ли это массовый характер? Я не могу это утверждать. Я не был на месте, я не видел этого. И так далее, и так далее. В Иране есть своя Буча. Гибель девочек в школе. Правду о Буче, о гибели девочек в школе мы сможем узнать только по прошествии лет определенных, когда рассеется ложь войны, когда можно будет посмотреть на факты трезвым взглядом, а не затуманенным кровью, войной и грязью. И тогда уже сказать правдиво, так или нет. Используется ли пропаганда в войне? Используется и у нас, и в иранской войне. И со всех сторон. Значит, вот такой вопрос. Игорь Владимирович, судя по вашим эфирам, у вас очень много друзей и знакомых. Почему вы не объедините патриотов Украины с целью объединить борьбу за власть ради спасения страны, а вместо этого бегаете по эфирам и кричите «зеленые гниды, зеленые гниды». От этих криков вишневые садочки точно не зацветут. Вы понимаете, что если украинские патриоты не объединятся, любые выборы в Украине это будут выборы между Павлом Лайном и Федотом Гедотом. Или русских будете ждать, пока они снесут всю эту компрадорскую шоблу вместе с украинской государственностью? Значит, даю ответ. Очень хороший вопрос, даю ответ. Значит, уважаемый зритель,
Если я не говорю публично о каких-то вещах объединительных, ну, организационных, это не означает, что они не происходят. Но прежде всего я и люди, которые являются моими единомышленниками, считаем, что надо объединиться ради мира, ради остановки войны, а не ради выборов, власти и так далее. Цель – мир. И я думаю, что где-то в середине мая вы увидите реальные действия в этом направлении. Не разговоры просто, а реальные действия. Так, чат трансляції, давайте сюди перемістимося. Розкажіть подробніше, що це за договорняк, чому не б'ють по центрах прийняття рішень? Ну, ми говорили, не б'ють по центрах прийняття рішень, бо є договорняк між спецслужбами Російської Федерації, спецслужбами України, договорняк, в якому приймав участь Кирило Буданов і Алєксєєв, той, якого стріляли, ну, в Москві. І в рамках цього договорняка є домовленість, що не б'ють в місця, де Зеленський перебував, в місця, де перебуває Путін, ну і так далі. Значит, украинскому политикуму в лице Зеленского известны планы Москвы по мобилизации и открытию нового фронта в Прибалтике. Наверное, для этого Зеленский хочет бомбить Беларусь. Это и есть провокация? Ирина. Я слышу о открытии второго фронта в Прибалтике 150 раз. Но мне кажется, что открывается он галлюциногенно в глазах глобалистов. Почему? Потому что, ну, не вижу сенса открывать второй, третий, пятый фронт России для того, чтобы проиграть войну. Все прекрасно знают, что война на 2 и больше фронтов приводит, как правило, любую страну к поражению. Россия не исключение. Воевать со всем миром невозможно. И я не думаю, что будут. На «Маяке» Мосейчук сказал, что если Украина капитулирует, то они будут под Россией, как Беларусь. Пусть пояснит свою позицию, Ольга требует. Нет, смотрите, вы неправильно, наверное, меня поняли. Значит, я скажу вам так. Беларусь союзное государство, входит в союзное объединение с Российской Федерацией. В данном случае, если Украина капитулирует, то Украина станет частью Российской Федерации. Это две большие, как говорят в Одессе, разницы. И прошу обратить внимание, что Херсонская и Запорожская области, часть из которых оккупированы, они по Конституции введены в состав Российской Федерации. Не в союзное государство, не в какое-то объединение, а именно в состав Российской Федерации. Поэтому в случае капитуляции, поражения в войне, будет вот такая история. В случае, если удастся выйти на какой-то приемлемый мир, а это возможно на сегодня, ну, это будет где-то плюс-минус, как Грузия сейчас. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем прямом эфире. Игорь Владимирович, благодарю за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим зрителям. Друзья, поддержите Александра, поддержите его канал. Лайком, репостом, комментарием. Я их читаю. Иногда даже нелицеприятные. Отвечаю на ваши вопросы. Обязательно запишу ответы на ваши вопросы. Сегодня же и завтра утром посмотрите их у меня на моем YouTube-канале. И, друзья,
подпишитесь, это поддержка, задонатьте, если есть возможность, и будет вам счастье, и будет всем нам мир, и будем жить, друзья. Берегите себя, добра и света. Увидимся.